Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Ранчо у Санчо. Я знаю, что многие любители вкусненького сала. На моем канале уже был рецепт сала, это была горячая засолка сала. Это видео многим понравилось, очень много было комментариев, благодарности, в соцсетях скидывали фотографию, что делали по такому же рецепту. Вот сегодня я хочу вам показать прикольный очень, бомбический такой рецепт. Рецепт сала из рыбы, его называют мурманское сало. То есть мы берем скумбрию и ее засаливаем, и из нее делаем сало. Если вы такого не видели, то обязательно смотрите это видео до конца. Обязательно палец вверх, если не подписан, то подписаться. Ну и колокольчик. Ты новый подписчик. Прожми колокольчик, подпишись на наш канал, ведь очень много вкусных рецептов мы делаем именно для вас. Для такого сала берем скумбрию. Я одну уже разделал, я вам сейчас покажу, как разделывать. Ну, в общем, нам нужно получить две вот таких вот филешки из скумбрии. Для этого берем свежемороженую скумбрию, берем какой-нибудь хороший острый ножик и начинаем подрезать из-под плавника. И выворачиваем нож. Вот так вот перевернем рыбу, отсюда будет, наверное, удобнее. И вот здесь поворачиваем нож по хребту. Прижимаем немного рукой и по хребту ведем ножом. Все, получается рыба. Вот такая вот филешка. Здесь удалим вот тут часть хребта. Можно вот так вот. Так рыба разделывается очень легко. Здесь тоже есть хребет. Здесь тоже удаляем. И вот отсюда косточки подковыриваем и прям срезаем. И прям вот с этим брюшком тоже можно аккуратненько срезать. Все. Получается вот такая вот филешка. Можно, если хотите, еще и промыть. Отсюда еще удалю. Кстати, хвостик отрезаем, он не нужен. И удаляем вот здесь вот хребет есть. Все. Берем пинцетик и вот здесь вот мелкие вот такие вот косточки удаляем с помощью пинцета. Вот они. Не поленитесь, потратьте там 5-10 минут на каждую филешку, но зато у вас будет рыба без костей. И вторую часть точно так же срезаем, когда косточки от следующей убрали. То же самое, под плавник загоняем нож, разворачиваем. И, да, мне вот с этой стороны ловчее будет. Разворачиваем. И чуть прижимаем рукой и также по хребту идем. И отделяем филешку. Все, посмотрите. Хорошая филешка есть, а это лишнее убираем. То же самое здесь делаем. Филешка готова, надеюсь, без единой косточки, надеюсь, я все достал. Теперь подготавливаем маринад. Для маринада запоминайте, на одну скумбрию среднюю, то есть грамм где-то 500 скумбрия, идет пол чайной ложки соли и приблизительно треть сахара. У меня 3 скумбрии, я добавляю 1,5 ложки соли и практическую ложку вот такой вот сахара, чуть-чуть поменьше. Сюда же добавляем черный молотый перец. Здесь по вкусу смотрите сами. Можно молотый, можно свежемолотый. И здесь все перемешиваем. Перца, если же добавляете перец порошком, пол чайной ложки. А также сделаем начинку для сала. Для этого берем укроп. От толстых стеблей отделяем. Толстые стебли не нужны будут. И мелко-мелко-мелко вообще нашинковываем. Берем побольше укропа. У нас же 3 целых таких больших скумбрии. Рыба вообще очень любит такие ингредиенты, как зелень, особенно укроп. Он украшает
послевкусие, когда пробуешь рыбу. Ну а также нужно будет чеснок, потому что это же сало. Отправляем зелень в какую-нибудь тару. Можно, кстати, это все сделать в блендере, но если вы помните, я говорил то, что блендер я сломал жене и новый так до сих пор и не купил. Теперь берем мелкую терку. Куплю. Берем мелкую терку и приблизительно на каждую рыбу берем 1,5 зубчика чеснока. На мелкой терке натираем чеснок. Чеснок отправляем к зелени. И хорошо здесь перемешиваем. Кстати, совсем забыл к соли, к перцу добавить кориандр. Добавляем сюда пол чайной ложки кориандра. И разминаем. Кстати, также можно, в принципе, добавить какие-нибудь специи по вкусу. Но можно остроту какую-то добавить. Можно что-то еще. Но я так скажу. Соль, перец и кориандр. Идеальное сочетание для сала. Больше там, в принципе, специй никаких не надо. И еще, я добавил чеснок сразу же в зелень. Можно сделать чесноком натереть, а потом уже положить зелень. Но так будет зелень более ароматный. Чеснок там будет чувствоваться, поверьте. Кориандр добавляем к соли, к сахару и к перцу. И все это здесь хорошо тоже перемешиваем. А теперь начинаем солить рыбу. Делать из этого сало. Берем досточку и выкладываем сюда все филешки. А теперь хорошо солим, перчим вот этим вот рассолом, таким сухим, с двух сторон рыбу. Переворачиваем теперь, ну, можно вот так вот прижать, чтобы все специи прилипли. Переворачиваем и то же самое делаем со второй стороны. Берем пищевую пленку, берем сюда филешку, укладываем. Блин, видите, у меня маленькая, конечно же. Нужно, чтобы побольше пленка была. И теперь укладываем сюда начинку. Все, ее хорошо тут распределяйте равномерно. Толстым слоем не надо, достаточно это тоненького слоя. Берем вторую филешку, укладываем вот так вот сверху. И теперь максимально плотно заворачиваем. Края, как у конфетки, зажимаем и закручиваем. Теперь 3 часа держим при комнатной температуре, 2 часа, либо же сразу же можно убрать на 12 часов в холодильник, и пускай она просаливается. Ну а я продолжаю делать дальше. 12 часов просолилось, далее убираем это все в холодильник. И можно это все уже хранить в замороженном виде. Большой плюс этого рецепта то, что он у вас в морозильнике всегда лежит. Хранится он до полугода свободно. Поэтому пришли гости, достали, а у вас сало из рыбы. Но это же очень клево. Ну а я продолжаю закручивать дальше. Друзья, ну что, прошли одни сутки. Вот это вот мурманское сало заморозилось. Посмотрите, насколько оно потрясающее. Кстати, чтобы не раскручивалось, я вот здесь вот подвязал вот таким вот шпагатом. Тоже, если что, пользуйтесь таким способом. Ну а теперь разворачиваем. И, кстати, ко мне в гости приехал мой дядя. И он сейчас будет пробовать вот это вот вкуснейшее просто сало. Разворачиваем. Эх, привет, дядь Слав. Привет, Сашочек. Сейчас будешь отведывать вот столь вкусное сало, и как раз скажешь, как оно тебе, понравится или нет. Вот таким вот варварским способом Может я его и достаю. понравится, а может и нет. Его надо нарезать тонко. Смотрите, какая красивая структура у этого сала. Кстати, а дядя мой с Мариуполя,
Они любители сала, и как раз он ответит и скажет, насколько же вкусное получилось сало из рыбы. Конечно же, они едят немного другое сало, ну да ладно. Хлеб, сало. Попробуем хохляча. Не хохляча, у нас сало хохляча, а это, я не знаю. А это морское сало, пускай будет. Вот так вот, кстати, рыба очень нежная и вот так вот легко разламывается. Посмотрите. Вот, классная рыба. Пробуем сало из рыбы. Слабосолененькое. А что чувствуешь? У нас на Украине такого не едят. Ну, вкусно. Ну, вообще это вот полностью свежая рыба. Просто это была засолена, добавлено здесь чеснок и зелень. Чувствуется? Да, все чувствуется. Но я такого ни разу не ел на Украине. Вот почаще бывайте в наших краях. И вообще сейчас, Я буду часто к вам ездить. приезжай. А вообще, друзья, 7 число завтра, на Рождество. Друзья, всех хочу поздравить с Рождеством. Желаем всего самого наилучшего. Всех с праздником. Спасибо вам, что вы с нами на И канале. мне сало я на Украину отвезу. Вот этот вот котелочек ты увозишь на Украину, да? Хай попробуй. Хай, папа. Друзья, спасибо большое, что вы с нами. Подписывайтесь на наш канал. Всем до новых встреч. Давай, вот мы с тобой Ну, я сегодня не уезжаю, конечно. под рыбку. Ну, С рыбкой можно всегда немного, да? ну немного. Я столько не могу. Спасибо, друзья. Всем до новых встреч. Пока.